Друзья, всем привет! Это вторая часть мастер-класса по пошиву корсета с бретелями-бантами. Я вам желаю приятного просмотра и легкого шитья. Для бретелей из основной ткани нарезаю 4 полоски шириной 7,5 см. Также из дублерина нарезаю полоски 7,5 см. Проклеиваю ткань. Бретели складываем пополам, лицом внутрь. Размечаем уголок, высота около 2 см. Затем делаем отметку на расстоянии 7-8 см. Вторую метку тоже на расстоянии примерно 7 см. Этот участок мы не зашиваем на машинке. Сшиваем бретель с припуском 5 мм. Срезаем лишнее и выворачиваем сначала уголок через незашитый участок и длинную часть бретели с помощью булавки. Бретели прометываем, расправляя края. Открытый участок зашиваем потайными стежками вручную. И затем отутюживаем бретели. На той части бретели, которая сопрягается с чашкой, немного срезаем уголок. Ориентируемся на срез бретели от этой выкройки. Вот так должна сопрягаться бретель с чашкой. Складываем лицо к лицу, уравниваем срезы и фиксируем иголками. Также к спинке помним, что здесь припуск 1 см, значит вот так закрепляем бретель. Пришиваем бретели строчкой с припуском 7 мм. Теперь складываем лицом к лицу участок между бретелями, закрепляем его иголками, совмещаем все швы. Шьем с припуском 1 см. Чтобы срез не растягивался, укрепляем его ленточкой органзы. Шьем по предыдущей строчке. Срезаем органзу, оставив по 2-3 мм от строчки. Делаем надсечки на припуске и перестрачиваем припуск в сторону изнанки. Отутюживаем верхний срез корсета. В кулиски корсета ставим пластиковые косточки. У меня эти косточки вот такие, в мотке шириной 6 мм. Отрезаю нужную длину. Длина косточки не доходит до линии верха и линии низа по 1 см.
Концы косточек оплавляем огнем, чтобы они не имели острых уголков. Вставляем подготовленные косточки в кулиски. Готово. Я поставила все косточки, и теперь мы соединяем лицо с изнанкой по нижнему срезу. Чтобы потом к корсету пришить юбку, вот этот участок около 5 сантиметров мы не зашиваем. Прокладываю строчку на ширину 5 миллиметров. Строчку заканчиваю, не доходя до центра спинки, на 5 сантиметров. Подравниваю кулиски. Вот так выглядит наш корсет. Длину бретелей регулируем на клиенте или на манекене. Прихватываем ленты бретелей в области плечевого шва, совмещаем края, фиксируем и прокладываем в этом месте машинную строчку. Теперь складываем ленту на желаемое расстояние и фиксируем. Также прокладываем машинную строчку. Вот так сейчас выглядит наша бретель. И нам нужна перемычка, чтобы сделать имитацию узла. Из остатков кроя корсета выкраиваем квадраты 9 на 9. Сшиваем с припуском 7 мм. Разутюживаем припуски, выворачиваем на лицевую сторону и еще раз отутюживаем. Пришиваем края перемычки вручную с внутренней стороны бретели. Готово. Друзья, если вы хотите научиться шить точно такую же пышную юбку, как в этом платье, я создала для вас пошаговый мастер-класс с подробными уроками и выкройками юбки. Переходите по ссылке, которую я оставлю под этим видео. Всем легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.